Всем привет! Вы на канале Ashways Music, и сегодня мы узнаем, что такое табы, как читать табулатуры и узнаем разницу между нотным станом и табулатурами. Нотный стан имеет 5 линеек, на нотном стане пишутся ноты, пишутся паузы, пишутся длительности нот, длительности пауз, есть такты, размер тактов и знаки приключения. Табулатура — это схематическая форма записи инструмента, и если говорить о гитарной табулатуре, то мы можем увидеть 6 линеек, и также длительности нот здесь можно увидеть, они пишутся вот такими вот палочками сверху. Давайте посмотрим на гамму в нотном стане и в табах. Смотрите, в нотном стане у нас ноты идут по порядку снизу вверх, а в табах есть какие-то цифры, и они идут не по порядку, а еще иногда даже на разных линейках. Давайте разберемся, как читать табы. Смотрите, это табы, они пустые, 6 линеек, так же как и струн. Самая первая линейка в табах — это наша первая струна, то есть самая тонкая. Вторая линейка сверху — это наша вторая струна. Третья линейка сверху — это наша третья струна. Также четвертая, также пятая и шестая. А цифры — это лады. То есть давайте посмотрим на примере. Вот здесь мы видим на первой линейке цифру 3. Значит, здесь мы должны первую струну, первая линейка — это первая струна, зажать на третьем ладу. Первую струну зажать на третьем ладу и ее сыграть. Все, вот мы сыграли то, что написано в табах. Теперь давайте рассмотрим другой вариант. Смотрите, здесь мы видим цифру 3 на второй линейке, значит, это у нас вторая струна. И видим на пятой линейке сверху, видим цифру 5. Значит, мы зажимаем пятую струну на пятом ладу. Смотрите, цифры у нас здесь расположены по порядку. То есть на второй линейке цифра 3, а на пятой линейке цифра 5. То есть мы играем сначала вторую струну на третьем ладу, и потом пятую струну на пятом ладу. Если цифры расположены друг над другом, то здесь мы играем одновременно. То есть, смотрите, на второй линейке цифра 4, на пятой линейке цифра 6. Мы ставим пальцы и играем одновременно. Если цифры расположены по порядку, то есть одна, вторая чуть правее, то мы играем сначала одну, потом вторую. Если цифры расположены друг над другом, то мы играем одновременно. Вот так по порядку. Вот так цифры друг над другом играем одновременно. Смотрите, цифр может быть много, потому что ладов у нас много. То есть смотрим на первой линейке, что было бы. На первой линейке 1, на первой линейке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Если у нас цифры написаны по порядку, сначала одна цифра, а чуть правее другая, то мы играем сначала первую цифру, потом другую. То есть все читаем слева направо. И если цифры у нас расположены друг над другом, то мы играем одновременно. Но вот вопрос, что делать, если мы видим цифру 0? 0 — это открытые струны. То есть, если мы видим первая линейка с цифрой 0, то мы играем первую струну открытую. То есть, у нас может быть на первой линейке нарисована цифра 3, потом 0. То есть, мы зажали первую струну на третьем ладу, дернули. Потом цифру 0 — это открытая струна первая. Теперь у нас вот есть такие табы. И мы смотрим и играем. Шестая линейка написана цифра 0. Третья линейка сверху цифра 0. Вторая линейка сверху 0. Первая линейка 0. Получилось? А вот вариант, когда цифры друг над другом. И мы играем, то есть дергаем все одновременно.
Давайте попрактикуемся на мелодии Seven Nation Army. Вот у нас табы. И смотрим. На шестой линейке у нас цифра 5. Значит, на шестую струну мы ставим палец на пятый лад. Играем 2 раза. Дальше у нас цифра 8. Будет, значит, 8 лад. Значит, мы играем 5, 5, 8. Дальше у нас цифра 5. Значит, мы играем 5, 5, 8, 5. Дальше цифра 3. Потом цифра 1 на шестой линейке. И цифра 0. Значит, струна открытая. Получилось? 5, 5, 8, 5, 3, 1, 0. Смотрим дальше. Начало у нас точно такое же. 5, 5, 8, 5, 3, 1. Дальше у нас есть возвращение обратно на тройку, на третий лад. Опять 1. Давайте сыграем вторую часть. И давайте попробуем объединить эти две части. 5, 5, 8, 5, 3, 1, 0. 5, 5, 8, 5, 3, 1, 3, 1, 0. Теперь давайте возьмем мелодию посложнее, чтобы сыграть на нескольких струнах. И эта мелодия будет «Маленькой елочки холодно зимой». Здесь мы смотрим в табах у нас на четвертой линейке цифра 5. Зажимаем четвертую струну на пятом ладу. Потом у нас на четвертой линейке цифра 2. Значит, мы играем еще раз цифра 2. Повторяем. И дальше у нас там такие цифры. 5, 3, 2, 0. И на пятой линейке у нас цифра 3. Смотрим на табы и повторяем. 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 3, 2, 0, 3. Попробуйте сейчас сыграть самостоятельно. Смотрим дальше. У нас тут 7, 10, 7, 5, 2, 2, 5, 3, 2, 0, 3. Еще раз повторяем. 7, 10, 7, 5, 2, 2, 5, 3, 2, 0, 3. Давайте теперь мы разберемся, какие обозначения в табах мы еще с вами можем встретить. Мы можем встретить бой. Обозначается он стрелочками вниз и вверх. То есть везде 0 и стрелочка вниз. Везде 0, стрелочка вверх. И здесь мы можем с вами сыграть 0, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Также мы можем с вами встретить заглушенные струны. Они обозначаются иксами на полосках, на линейках этих. Будет тогда выглядеть так, если это бой и заглушенные струны, вот эти иксы. Есть комбинации этих вариантов, когда мы играем бой и глушим струны. Вот, например, как здесь. Играем вниз-вверх по открытым, вниз-вверх по заглушенным. То есть получается... Также у нас есть прием Hammer On. Он обозначается такой дугой сверху. Это значит, когда мы зажимаем, допустим, пусть это будет первая линейка сверху, цифра 5, и дуга, цифра 6. Это значит, мы дергаем первую струну,
зажатую на пятом ладу, и сразу ударяем по шестому ладу. Этот прием называется Hammer-on, и если рассматривать в письменном виде вот этот вариант, то это будет 5H6 или 5H7. Также есть прием Pull-off, обозначается он также дугой сверху, но цифры мы можем увидеть, что цифры идут наоборот, то есть от большего к меньшему. То есть получается, допустим, у нас стоит цифра 7, а потом цифра 5. Значит, мы дергаем первую струну, так как у нас цифры на первой линейке, и отпускаем цифру 7. То есть мы сдергиваем этот палец вниз. То есть Hammer-on, там цифры идут по возрастанию, то есть 5 и потом 7, либо 5 и 8, 5 и 9, это может быть. А Pull-off у нас цифры идут на убывание. То есть это может быть 7, 5, 7, 5. Hammer-on и Pull-off обозначаются дугами. Hammer-on обозначается 5H6, 5H7, то есть буквой H между цифрами. А Pull-off обозначается между цифрами буквой P. 7, 5, 7, 5, 8, 5. Также мы можем встретить подтяжки на гитаре. Это обозначается такой стрелочкой дугообразный вверх. То есть, если рассматривать на этом варианте, на первой струне 5 лад, мы дергаем и подтягиваем пальцем левой руки струну вверх. Также мы можем встретить слайд. Это когда мы от одного лада, не отпуская его, переезжаем к другому. Обозначается он черточкой по диагонали. То есть вот 5, черточка 7. Это может быть и наоборот 7, черточка 5. Может быть даже 3 цифры и между ними черточки. То есть 7, 5, 8. Также мы можем в табах встретить такой прием, как вибрато. Обозначается волнистой линией. Здесь давайте разберем пример на пятой струне 5 лад. То есть на пятой черточке сверху 5 лад. И звучит он так. Также в табах обозначают и флажолеты. Обозначаются они такими скобочками треугольными. И будет это выглядеть так, что на 12 ладу флажолет. То есть 12 и скобочки треугольные. Если флажолет будет не на 12 ладу, то также это обозначается 7 в треугольничках. Это может быть и на 13 ладу, на 14. И также мы можем встретить такой прием, как тэппинг. Это когда мы не дергаем струну, а ударяем по ней. Мы можем бить либо правой рукой, либо левой, либо и правой, и левой. Пишется буква Т. Например, так. То есть здесь 12, 5, 8, 5, 12, 5, 8, 5,
13, 5, 8, 5, 13, 5, 8, 5. А теперь вам задание. Перемотайте на начало, где была гамма, и попробуйте ее сыграть на одной струне и на 3 струнах. Тайм-код есть внизу. Теперь мы понимаем, что табы это просто, играть по табам даже интересно, легче, чем играть по нотам. А если у вас остались какие-то вопросы, то напишите их в комментариях. Я на все вопросы отвечаю. Если есть какая-то проблема, то пишите. И также подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить новые уроки по гитаре и новые каверы на популярные мелодии. Всем пока!